Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто хочет быть с вами? Какая женщина хочет быть с вами? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас происходит в вашей жизни. Попробуем разгадать ваши потайные души. Вы знаете, вот вы довольно сильный, выносливый человек по жизни вообще. Очень волевой, решительный, может быть, даже физически вы такой силач, да. Бывает так, что мужчина, внешне как бы такой, не очень плотного такого телосложения, да, но физически очень сильный. Может быть, даже некоторые знакомые могут удивляться, что вот как ты можешь, да, там, допустим, такие тяжести поднимать, вот что-то такое вот делать, что даже вот по-хорошему вам завидуют именно вашей силе, мощности, выносливости. Вы такой всегда были довольно компанейский, вы очень хороший друг, товарищ. Вы всегда как-то шагали, знаете, по жизни налегке. Долгое время вы, возможно, даже, не суетились особо, как-то вот жили, да, жили, не тужили, с вашей женщиной. Это было поначалу, это было когда-то давно. Сейчас этого нет. Это раньше вы были такой, да, вот душа компании. Вы могли с женщиной, допустим, веселиться, дурачиться, шутить. То есть, знаете, вот легко как-то, и в отношениях было легко, пока все не испортилось в вашей жизни, да, пока не начался критический момент, пока не начались вот эти вот проблемы, ссоры, которые появились в вашей жизни, разводы, страдания и так далее. Вы очень такой светлый, добрый человек, я бы вам сказала. Вы можете прийти всегда на помощь в трудную минуту. На вас можно положиться. У вас очень доброе, вот открытое сердце. Поэтому вот по жизни вами как-то довольно часто вот пользовались вашей добротой. Да, в вашей жизни проигрывается любовный треугольник. Довольно долго вы это переживали. Кто-то из вас, может быть, даже и сейчас еще до конца не оправился от этой боли. Но все-таки, знаете, вот вы настроены больше на позитив. Несмотря на то, что вам на душе кошки скребут, плохо еще. Все равно хочется вам надеяться, что в вашей жизни тоже появится новая женщина, и вы будете счастливы. То есть надежда у вас не умерла, это точно. Вы в отношениях такой человек довольно заботливый, внимательный. Это, кстати, очень большая редкость, потому что далеко не каждый мужчина, да и женщина не каждая, могут быть заботливыми, да, вот верными. Вот именно вы такой, знаете, вот, надежный человек. Вот можно на вас положиться, с вами можно пойти в разведку, как говорят. Вот. Вы, знаете, вот вы много чего по жизни как-то берете близко к сердцу. Такой вот вы, несмотря на свою внешнюю силу, мощь, вы берете близко к сердцу многие такие моменты, которые, может быть, и не стоят вашего такого сильно большого внимания. Есть такой момент, иногда можете сделать из мухи слона, да, вот переживать очень сильно из-за вроде бы чепуха, а вы очень переживаете, есть такой момент. Да, вы можете об этом и не признаваться, об этом, может быть, мало кто знает из вашего окружения, потому что вам неудобно, да, чтобы знали о вашей ранимости. Вы же все-таки сильный мужчина, то вы как-то стараетесь это маскировать. Но глубоко в душе, да, вот мы же по картам мы смотрим и ваши потайные, сознание, подсознание, что у вас в душе. То есть видно то даже, чего вы даже, может быть, не знаете и сами боитесь себе в этом признаться. Если оно вот подсознательно у вас, вы можете даже не осознавать вот некоторые вещи, которые я вам рассказываю. Итак, давайте-ка посмотрим, какая же женщина, кто хочет с вами быть. Сейчас посмотрим, а вы думаете, на какую женщину из вашего окружения это подходит, характеристика эта.
Женщина такая активная, она тоже, ну, наверное, скорее веселушка-хохотушка такая. Она вообще живет по жизни не напрягаючись. Эта женщина, да, скорее она имеет детей. С этой женщиной у вас скорее были либо же серьезные отношения, либо семья у вас была с ней. Она очень любит, когда ей хорошо. Эта женщина любит, знаете, вот и вкусно покушать, и комфорт, и достаток, и чтобы все вокруг нее крутились. Ну, вот такая она, знаете, вот, ну, любительница, чтобы ей уделяли внимание. Она такая вот нарциссического характера. Хотя вот, знаете, иногда вот люди, когда с ней ближе знакомятся, то они понимают, что да нет, там, ну, в душе как бы она совершенно другая. Вот она совсем другая. Может быть, внешне она и кажется королевой, но она совершенно другая. У этой женщины много комплексов, много страхов. Она не доверяет людям. Она часто одевает маску по жизни, вот когда общается с людьми. Она может притворяться, она может смеяться, когда ей хочется плакать. Женщина, которая, ну, она больше ориентирована на какие-то свободные легкие отношения. Вот с такой женщиной, ну, семью точно нельзя строить, потому что семья не получится. Это женщина, которая оставила вас без денег, возможно, без имущества какого-то, да, либо же вы делили. Ну, скорее всего, я так думаю, что это та самая, которая вот сделала вам больно, потому что она оставила вас вот, ну, ни с чем, как бы у разбитого корыта. И материально, и душевно, вот, да, вот, ну, такое опустошение она оставила. Так, давайте-ка теперь посмотрим, почему же она хочет с вами быть, да? Интересно, по какой же причине? Сейчас вы с ней, конечно, не вместе. Почему она хочет с вами быть? Да, это женщина, которая делала вам больно. Это и скандалы, и истерики были, выяснение отношений, 100%. Да, это была главная женщина в вашей жизни, но ключевое слово «была». Сейчас она далеко от вас. Зачем она хочет вернуться? У нее сейчас, вернее, быть с вами, не то чтобы вернуться. Ну, хотя это, в общем-то, синонимы, да. Значит, смотрите, она сейчас находится в какой-то либо же критической ситуации, вот, либо же ситуация вот безденежья, когда ей некому помочь. Она вспомнила о вас, вот знаете, как о палочке-выручалочке. Мужчина, который всегда придет на помощь. Она знает вас, она знает ваш характер. Да, эта семья была, либо же должна быть семья с этой женщиной. Но она уже в прошлом. Она думает, что, знаете, вот если она появится к вам, то вы примчите сразу на помощь, потому что раньше у вас было все хорошо. Вот когда-то у вас было хорошо. Вы приходили на помощь, вы помогали, поддерживали, спасали ее. Вы обеспечивали, вот особенно у кого семья проигрывается, и дети, вы обеспечивали семью. Причем обеспечивали от и до, сполна просто обеспечивали, давали даже то, что просто ну, нереально, да, может быть, доставали какие-то дефицитные вещи, может быть, я не знаю, там деньги занимали для того, чтобы семью повезти на отдых куда-то, либо купить что-то дорогостоящее. И вот она думает, что вы примчитесь в любой момент к ней, как только вот она захочет. Она хочет с вами быть, но для того, чтобы вы снова начали решать ее проблемы, чтобы вы давали ей деньги, финансы. И в то же время она будет опять выносить вам мозг, понимаете? Вот как на этой карте, да, вот мальчик спасает девочку, да, поддерживает ее. Точно так она хочет, чтобы вы снова вернулись в ее жизнь и снова ее поддержали и денежкой, и какой-то помощью. То есть это, знаете, ее такие вот желания, хотелки. А ну давайте-ка посмотрим, вообще реально ли это ее желание или нет. Хотеть это одно. Так. Да, вот она хочет, чтобы, знаете,
Но ей бы хотелось, чтобы вы к ней подъехали вот с первым, ну, сделали первый шаг. Вот знаете, вот, но она не знает, на какой козе к вам подъехать, поэтому ей бы хотелось, конечно, чтобы вы сделали первый шаг, чтобы не упасть в собственных глазах и так далее. Но вашего шага я не вижу, потому что очень сильная боль и обида, да, вот особенно если среди вас есть те, кого она и материально обобрала, может быть, квартиры, машины делила, либо вообще забрала. Ну, то есть оставила у разбитого корыта. Она хочет, чтобы, знаете, как-то все случилось, чтобы вы вот начали общаться снова, ну, как бы невзначай. Вот она пока не знает, как это сделать. Она думает, она, знаете, вот продумывает все варианты. Ну, допустим, вот случайно столкнулись там в автобусе, в магазине или еще где-то. Либо же она там, знаете, написала смс, а потом, ой, я ошиблась номером. Потом слово за слово и понеслось. Ну, то есть вот как-то какие-то хитрости она думает, чтобы снова с вами начать разговор. И, естественно, этот разговор перевести уже в какое-то примирение, возобновление отношений. Но опять же, повторюсь, с той целью, чтобы снова вы начали ее содержать, решать ее проблемы, поддерживать и так далее. Только с этой целью, потому что любви к вам я не вижу. Одно дело, понимаете, если там женщина, допустим, тоскует, страдает за человеком, а совершенно другое, вот если это нужно просто выгода, понимаете, а здесь просто выгода. Поэтому, дорогие мужчины, смотрите, будьте осторожны, будьте внимательны. Если вы, допустим, захотите пообщаться с бывшей, то смотрите, чтобы она снова не раскрутила вас на деньги, на какие-то блага, да, чтобы, ну, как-то вот поосторожнее держите себя вот, знаете, в тонусе, держите ухо востро и будьте осторожны. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!